Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Таро прогноз. Старинный цыганский пасьянс. Что случится до конца года? Что нельзя игнорировать, что нельзя пропустить? Давайте с вами узнаем. И по сути, уже месяц ноябрь может стать судьбоносным. Это как перемены на пороге. Это может быть и с учетом каких-то внешних событий. Мы что-то услышим, узнаем. Ну и, конечно, мы сами стремимся к чему-то определиться. В целом это может быть какая-то конкретика или конкретный какой-то факт из вашей жизни, который вам дает своеобразную перезагрузку с учетом последующих ваших работы, свершений, построения планов на будущее. И как раз последние месяцы года уходящего 2025 мы и итоги подводим и пытаемся определиться, что же нас там ждет дальше и какова наша траектория. Вот давайте с вами узнаем. И карты пасьянса больше говорят о событиях. Так вот, беспристрастно, без лишней философии. Давайте узнаем, на пороге каких событий вы стоите. Или какие события лягут в основу ваших дальнейших планов. То есть то, что нельзя игнорировать. Это может быть как подсказка. С чем это будет связано? И, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какую-то подсказку вы получите. Особенно вы, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки, потому что вы очень интуитивные. Вы мудрый знак зодиака. Есть, как знаете, вселенская мудрость. Вы как будто знаете, как или чем может закончиться тот или иной вопрос, то или иное дело. С одной стороны, это для вас может означать, когда, ну, где-то много мыслей в голове, это иногда бывает мучительно, но вы и просчитать можете свою траекторию. Посмотрите, колчан со стрелами. Вот такое начало. И все то, что я еще говорила до карт, поверьте, для вас имеет основополагающее значение, потому что это означает полное исполнение желаний. Ну, конечно, насколько полное, я судить не берусь, но в принципе это именно что-то у вас получается осуществить, вы остаетесь довольны. Хорошее настроение, кот, флирт. Это флирт, это в принципе как приподнятое какое-то настроение. Но, может быть, это для кого-то любовная история, мои дорогие. Но причем такая захватывающая, с новыми планами, с новыми надеждами. И у вас, посмотрите, тут действительно обновление в вашей жизни идет. Ключ. Ключ– это дорога, а вообще это жизненный путь, причем по судьбе. Если мы на картах Таро вспомним, да, первые карты особенно, у кого ключи в руках? У иерофанта. Это, как знаете, судьбоносные события, с другой стороны, все то, что складывается, для вас имеет судьбоносное значение. Какая-то длительная траектория. Вот правда, все то, что я сказала до карт, а ведь у каждого своя какая-то составляющая в жизни. Вот для вас время возможностей, причем на далекий период. Ладно, пойдем дальше. Что нам еще по событиям? Вы знаете, может быть и ссора какая-то, или, может быть, это вам что-то надоело и хочется где-то так это сказать все, что вы думаете. Или иногда, ну, как вы уже знаете, какую-то персону, которая вас не устраивает или вставляет палки в колеса. Но тут, видимо, быть дипломатом нам это всегда больше помогает, нежели конфронтация. Смотрите, вы можете, у вас выпадает корона, это символ власти. С одной стороны, это у вас может быть много согласований, каких-то перемещений, подписание бумаг, важных документов, вы с чем-то будете определяться, но ведь это и ваша власть. У вас сильная позиция, мои дорогие. Но иногда, когда мы чувствуем в себе вот эту власть или вот эту силу, мы теряем где-то вот этот тонкий переход между самоуверенностью и самонадеянностью. Поэтому конфронтация точно не поможет. Будьте мудрее, будьте хитрее, может быть, и так, мои дорогие. Победа в каком-то деле, правда? Посмотрите. Победа точно есть. Флаг. Здорово на самом деле. Но перезагрузка, она неизбежна, когда выпадают даже такие замечательные значения. Это все равно не так все просто в нашей душе происходит.
Но в целом-то ведь для вас благополучие. Может быть, вот этот меч, это вы будете какой-то важный вывод делать, потому что и благополучие, и вывод. Когда мы больше не хотим, допустим, с чем-то соглашаться, ну, тогда красиво надо отойти, да, от этой темы. Или когда мы хотим кому-то сказать «нет», может быть, и правда даже она на вашей именно стороне, тогда мне очень нравятся слова, как сказал Марк Твен. Правду нужно подавать элегантно, как пальто, а не как мокрое полотенце. Ну вот этот тонкий нюанс учтите, потому что на кону благополучие. Но вообще так все замечательно. И в нашем пасьянсе мы можем сложить те карты, которые оказались в крайних рядах, по горизонтали и по вертикали. Не поссориться с кем-то, мои дорогие. Потому что, смотрите, у вас совпадает сердце. И сердце – это любовь. Это кто-то вашего сердца может добиваться. Или вы чьего-то сердца. Но, может быть, вот этот какой-то диалог важный, неизбежен, когда добавляется нож, разбитое сердце. Вот есть что-то такое, вот правда, настаивая на своем, вряд ли мы получим какие-то бонусы. Быть гибче, мудрее, все то, что я уже сказала, для вас, ну, лежит в основе счастья. И это не значит, что мы со всеми буквально соглашаемся. Нет, тогда мы просто хитрее действуем. Ну вот правда, может быть, есть и люди, к примеру, не обязательно разбитое сердце, это просто как разочарование, вот, которое может случиться, если мы ну, где-то будем безапелляционны так вот, да, более жесткими. А вот красиво так постепенно какое-то действие, дело, контакты, так вот незаметно свести к нулю. Ну, тогда и меньше нервов, меньше энергии. Вы, самое главное, какой вы вывод сделали, вот это лежит в основе всего. Ну, а методы так красиво как-то скорректировать, это ведь несложно, особенно для вас. Стоит только захотеть, и рыбы могут договориться даже с теми, с кем договориться в принципе невозможно. Вы имеете вот эту эмпатию, вы можете чувствовать человека. Он еще рта не открыл, а вы уже знаете, о чем он думает. Поэтому слушайте себя. Вам это будет буквально помогать. И пока я с вами говорила, смотрю, что мы тут можем еще соединить. Но больше я не вижу соединений, совпадений. Поэтому пойдем дальше. Что прояснится? Следующую карту достанем. Тут какая-то стратегия лет на 10-20 у вас будет прояснена. Для кого-то переезд. Может быть, необходимый переезд, потому что, ну, я такое допускаю. Вот, кстати, пусть это не для всех, но может означать. Как будто я не могу находиться в том месте, где я был или была до этого времени. Может быть, несогласие, к примеру, вы снимали квартиру, несогласие с хозяевами этой квартиры. Или когда вы захотите разъехаться, когда взрослые дети хотят уехать от родителей, выросли, они уже сами свою жизнь начинают. Или вот, ну, была какая-то прежняя история, ее нужно менять, иначе будет конфликт. Вот у кого-то будет именно так, вот это сердце и вот этот нож. Вы пытаетесь уйти от какой-то конфронтации ненужной, и поэтому вы тут что-то задумаете. И вы знаете, это где-то правильно будет. Потому что это для вас будет новая перспектива. Это как нить Ариадны. Вам нужно соединить ваши желания с вами самими. Или с тем, как вы это задумали. Если вы об этом подумали, значит, это уже где-то существует мысль материально. И вам только стоит именно соединить вашу мечту с реальностью. И пусть вы сразу как бы перепрыгнуть туда не можете, правда? И если мы какое-то дело будем рассматривать не с позиции именно прыжка, да, вот как есть забор, и я словно перемахну этот сейчас забор, а может быть забор высоковат, перемахнуть мы не можем. Тогда мы можем подойти так аккуратно к этому забору, но я иносказательно, да и перелезть его, вот и все. Тут, знаете, если разбить пошагово на какие-то более мелкие этапы, у вас тут получится какое-то грандиозное действие. Кстати, по поводу вашей популярности, по поводу ваших возможностей. Ведь карта звезда говорит, сбываются наши мечты. Нет ничего невозможного. Это я только спросила, что у вас прояснится. Вот для вас какой-то основополагающий момент проясняется до конца года, что будет служить, может быть, началом совершенно нового жизненного этапа. Что прояснится для моих любимых, дорогих рыб?
и рыбах до конца 2026. Достанем карту. Следующая карта. Что уйдет? Что вы завершите? Или откажетесь сами? Или закончите какое-то дело и уже сможете вздохнуть спокойно и сказать, ну все, вот к этому вопросу, к этой теме я больше не возвращаюсь. А что нового идет в вашу жизнь, что нового идет на ваш порог или что вами будет продолжено. Что же там прояснится? Королева жезлов, может быть, есть конкретная персона, которая рождена, все-таки персональная карта, под знаком зодиака, стихии огня, Овен, Лев, Стрелец. Может быть, это взаимодействие с таким человеком, в каком объеме, в каком формате, каким это делом или каким макаром это будет продолжаться дальше. Карта вам где-то говорит, храни молчание. Вот все то, что я говорила, да, долго. Ведь карта королева жезлов нас призывает к самосохранению. Черный кот, который возле коленей королевы находится, он говорит о том, что мы умеем хранить тайны свои и чужие, и поэтому у нас больше информации. А кто, как известно, владеет информацией, владеет миром. Ну, по крайней мере, больше возможностей, то это факт. И как правильная работа с информацией, так и правильное распоряжение деньгами. Вот у кого-то перезагрузка по части работы прояснится. Может быть, вы ищете работу или вы пытаетесь определиться, чем заниматься. Давайте достанем дополнительные карты, что прояснится. Да. Откуда к вам приходят деньги? В каком объеме к вам приходят деньги? Тут какая-то финансовая история будет прояснена. Но это еще и добрая карта, шестерка пентаклей, которая говорит о том, что нам высшие силы помогают. Вот для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, какой-то волшебный период по части как и заработков, как и работы. Ну, может быть, и приходится договариваться с некоторыми персонами, но вы с чем-то тут проясните как и определитесь, что еще. И выход из какого-то подвешенного состояния, из какой-то замороженной ситуации. Вот у вас, вам как боги помогают, наверное, или удачно складываются обстоятельства в вашей жизни, когда вот самое время уделить как и внимание собственному благополучию, как и месту пребывания, так и буквально денежной теме. И чтобы подвести итог всему мною сказанному ранее, хочется сказать, мы ведь задали вопрос, что не игнорировать или что не упустить, что изменит вас и вашу жизнь. Вот какая-то финансовая составляющая, которая может быть через взаимодействие, вполне вероятно, с какой-то персоной, правильное взаимодействие. Это будет, с одной стороны, какое-то важное решение от вас потребуется, но ведь это возможность. И не случайно вам выпадала карта звезды, и это выбор правильного направления на долгий период времени. Ладно, что уйдет, давайте узнаем, что вы завершите или от чего откажетесь сами. Вам решать. Вы именно маги и волшебники, мои дорогие рыбы и рыбки. И неважно, кто смотрит. Если девочки, значит, от вас где-то потребуется вот это более такая рациональная, где-то холодная мужская энергия, потому что вам как будто предстоит решать материальные вопросы, вопросы, связанные с местом вашего пребывания, или вопросы с работой, там дело не до чувств. Может быть, и есть какой-то проект, которым вы горите, вы хотите это осуществить или дальше продолжать, но что задумал маг, не знает никто, поэтому что вы захотите завершить, это как будто решаете вы сами. Захотите завершить? Завершите. Я говорила, рыбам и рыбкам стоит только захотеть. Есть все стихии в ваших руках и мудрость. Ну, если с элементом хитрости нам нужно некоторые острые углы в отношениях обойти, значит, вы тоже это сделаете. Не создавая какой-то конфронтации, вы можете даже как увильнуть от какого-то вопроса, если сочтете это необходимым. Почему? Потому что, да, манипулятор, все-таки маг. Я, кстати, должна сказать, что ведь это вы могли сталкиваться с человеком, который на своей волне и пытался вами ранее манипулировать. Но вы теперь на равных. Вот вы с кем-то на равных. И у вас как будто приоритета больше. Вам высшие силы помогают, чтобы, может быть, какие-то манипуляционные действия со стороны иных людей, персонажей.
Нравится, не нравится, ну, тут будете вы решать, что есть смысл продолжать или хотим, или не хотим. Некоторых людей мы не исключим из нашего общения, правда? Соседи, коллеги, родственники. Но как-то другую траекторию требуется с ними выстроить. И ладно, давайте, что уйдет, что вы завершите или чего откажетесь сами. Я больше не достаю карт. Это, знаете, как если я говорила, высшие силы помогают, а по этой карте у нас как будто 1000 дорог сходятся в одной точке. И для кого-то из вас ведь эта карта свидетельствует о том, что мы получаем какую-то новость. Может быть, это то, что вы слышите в средствах массовой информации, может быть, это ваш внутренний инсайт, когда мы себе говорим «пора». Но все же тут через новости какие-то. Тут, как знаете, наше решение и решимость. И это карта, когда мы выруливаем на обгон, когда жизнь набирает уже темп. Вот вы с чем-то как и определяетесь, какая-то перезагрузка у вас до конца года. Перезагрузка, потому что, да, вы тут будете от чего-то отказываться. Точно. Вы куда-то не хотите идти или с кем-то не хотите продолжать контакты. Но вот вы так красиво от этого уйдете. И вам станет, ну, действительно, как, знаете, гора, говорят, с плеч. Вот что-то подобное вы будете ощущать. Потому что вот та помеха, та заноза или что-то лишнее, что вас сковывало, сдерживало, оно отступает благодаря вашим правильным решениям и действиям. Выруливайте. Ну, обгон, как будто так. Но будьте аккуратны, будьте магами и волшебниками. Что нового идет в вашу жизнь? Ну, может быть, после каких-то перипетий 4 мечей иногда означает отдых. Иногда по этой карте, кстати, мы чистим свое жилище, буквально. Мы чистим свое ментальное пространство от ненужных мыслей, от какого-то ментального мусора, от того, что мы уже и не хотим продолжать, и то, что подошло к какому-то финалу. И ноябрь месяц для этого шикарный. Мы не только готовим свое жилище, наверное, к Новому году, но и внутренняя какая-то, знаете, атмосфера нас самих настраивает на новый лад и дает нам возможности увидеть рационально, опять же, что есть то, что я уже не хочу к этому возвращаться. То, что нужно поставить в этом точку, потом взять, может быть, какую-то паузу, через паузу даже. И вот все то, что я говорила, у кого-то это будет касаться людей, а у кого-то вы правда определяетесь с чем-то и что нового придет. Тогда больше отдыха, больше самосохранения. По этой карте тоже иногда у нас бывают паузы, но я должна сказать, мы смотрим с вами на 2025 до конца. И, в принципе, если по месяцам мы раскладываем, примите во внимание, что самым активным будет все-таки месяц ноябрь. Декабрь там, знаете, не совсем месяц для инноваций. Там, скорее всего, будет что-то продолжено. Ну и мы знаем, что да, декабрь еще где-то первые дни это, ну, активность присутствует, а потом уже вторая половина, ну, там нет. Там идут рождественские праздники, и там какая-то пауза. Эта карта может вам подсказывать, что, ну, где-то ноябрь требует от вас как и решимости, так и важных решений. Давайте мы узнаем, что будет дальше, что нового идет. Луна. По Луне со знаком плюс это любовь, эмпатия, место нашей безопасности. По Луне это может быть, ну, как знаете, наши близкие или какой-то очень узкий круг, кому доверяем мы и кто доверяет нам, кто к нам относится вот именно искренне, а не потому, что ему это так интересно. Сегодня интересно, а завтра интерес поменялся. Карта говорит, не рискуй собой. Все же есть такой момент. Не у вас карта скорости, будь, может быть, аккуратен со скоростью. Или, если вы случайно, я всегда такое говорю, если вы случайно оказываетесь в толпе людей, избегай толпы. И это может быть, знаете, как толпа, которая во внешнем мире, буквально на улице, да, вот вам в другую сторону. В этом есть какой-то элемент риска. Как будто вы через толпу какую-то остановку можете получить, понимаете? И точно так же это может относиться, когда мы даже на работе. На работе у нас тоже бывают какие-то коалиции. Одна половина коллектива за руководителя, я банально такой пример привожу обычно,
а вторая половина против. И вас могут так это пытаться, да, в разные стороны растягивать. Вот вам это тоже может надоесть, и поэтому уходите и от первой, и от второй как бы конфронтации, не принимать чью-то сторону. Вот быть словно между, понимаете, вот есть какой-то этап вашей жизни, когда вам нужно себя сохранять, как минимум до конца 2025 года, а вообще всегда, потому что старший аркан все же говорит: слушай свою интуицию, что нового идет в вашу жизнь. Но я тут больше вижу, что нового. Тут какая-то личная история, мои дорогие, у вас решается, может быть, или решается какая-то тема по части дома. Королева чаш– это, безусловно, ваша карта собственная, но это карта любящего человека. С учетом карты Луна, ну, может быть, мои дорогие девочки, вы можете узнать, что вы ждете ребенка. Кому это соответствует с учетом аркана Луна. Так вот, внезапно, может быть, и незапланированная беременность. Кому соответствует по возрасту, поставленным целям. Или, мои дорогие мужчины, вы можете узнать, что ваша любимая женщина ждет ребенка. Или вы что-то будете решать. Или, может быть, вы, как я говорила, смените место пребывания, место жительства, вот что-то такое. Я вижу тут именно что-то новое по части вашей личной жизни. Но вам нужно будет делать выбор. Выбор тут может быть, знаете, такой сложный именно из-за того, что мы, ну, нагрузим себя какими-то сомнениями. Ну, двойка мечей нам говорит: иррационально решай. Как будто открой глаза. Оцени прошлый опыт. И если были в чем-то проблемы, какая-то деталь, она не шла, вряд ли она пойдет сейчас, да, или будет продолжена. Тебе, скорее всего, придется действовать какими-то другими методами. Ну, давайте еще, что же это нового? Ну, вот, наверное, я говорила по карте Иерофант, да, ключи. Ну, пусть не в этой колоде, но вот это путь наверх. И правда, у кого-то может личная история, даже с такими метаморфозами, как мы создаем новую семью. Может быть, прежние отношения, которые долгое время развивались, продолжались, вы встречались, была дружба. У кого-то что нового? Вы надумаете жить вместе и решать уже вместе вопросы. Для кого-то это будет, может быть, все то, что я говорила по аркану Луна, и если действительно это будет с беременностью связано, тогда эти вопросы могут ускориться, потому что по аркану Иерофант проходит бракосочетание. Для кого-то из вас мы все разные, что нового идет. Может быть, это вы даже встречаете нового партнера. Любовь идет под разными флагами, а прежняя история какая-то не закончилась и тянулась слишком долго, то, скорее всего, вы тоже будете подводить что-то к итогу. Потому что иногда и обратная тоже может быть ситуация, но вам как будто нужно пройти по линии жизни, дорогой судьбы. Все, что у вас складывается, помощь высших сил, что вам идет в руки, что вокруг вас как бы формирует какую-то ауру. Это все не случайно. Поэтому и аркан мага, вам придется и рациональные какие-то хладнокровные решения принимать, но, видимо, и переключаться между этой рациональностью на чувства, мои дорогие, потому что именно это имеет перспективу. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки. И я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.